Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я приготовил для вас рецепт мациковой колбаски. Мацик — это традиционное полесское сыровяленое изделие, которое испокон веков готовили в свином пузыре. А это изделие я приготовил в обычной колбасной оболочке айцел с использованием стартовых культур. С мациком я вас еще познакомлю. А сегодня для вас вот такой лайт-вариант мациковая колбаска. Удивительный получился результат. Это просто невероятный запах, вкус. И вот сейчас я покажу вам, как это все происходит. Для приготовления мациковой колбасы я использую только свиной ошеек. Вот такими кусками я порезал под мясорубку. И часть, примерно 30% от веса мяса, я перерезал ножом. Размер кусочков где-то 0,5-0,7 миллиметра. Основную часть я пропускаю через подрезную решетку. Теперь вношу подсолнечную смесь и специи. Значит, соль нитритная, с содержанием нитрита натрия 0,6%, 27 грамм на килограмм. Аскорбат, антикислитель жира, полграмма на килограмм. Кристаллют, это моносахара, 5 грамм на 1 килограмм. И стартовые культуры CS300, 0,25 грамм на 1 килограмм мяса. И специи: перец черный молотый 2 грамма, чеснок сухой 1,5 грамма и молотый лавровый лист 1 грамм на килограмм. Подробную граммовку и перечень ингредиентов я оставлю в описании под этим видео. Тщательно вымешиваю специи, равномерно их распределяю. Это мясо не проходило предварительный посол, поскольку я использую стартовые культуры в этой рецептуре. Посол будет происходить одновременно с ферментацией. После того, как я перемешал специи с фаршем, я переместил фарш в чашу планетарного миксера. Теперь стоит задача тщательно вымесить. Для того, чтобы колбаса была однородная, я использую обычный кухонный тестомес. Вот такой насадкой. В течение 5-7 минут на небольших оборотах я буду вымешивать фарш для того, чтобы структура колбасы была однородной. Сразу после вымешивания фарша я переместил его в колбасный шприц. У меня вертикальный 5-литровый. Для набивки я использую специальную колбасную оболочку айцел. Предварительно я ее замочил в теплой, чуть-чуть подсоленой воде, буквально 5-10 минут. И теперь я набиваю колбасные батоны. Диаметр колбасной оболочки для мациковой колбасы я взял 50 миллиметров. Длина этого батона примерно 45 сантиметров. Оболочка плотная, набиваю максимально плотно. И вот таким образом формирую колбасные батоны. Подкручиваю, уплотняю максимально плотно. Оболочка крепкая. И перевязываю, используя колбасный шпагат. Вот в результате из 2,5 килограмм мяса у меня получилось 4 полноценных батончика и один такой чуть-чуть неполный. Теперь этой колбаске предстоит пройти процесс оттепления. Должна сработать нитритная соль и стартовые культуры. Так вот, прошла
У нас 12-14 часов. Цвет, смотрите, колбаски. Шикарный. Вот. Нитритная соль сработала. Да, сейчас мы ее взвесим. Пронумеруем. И отправим на неделю в холодильник. Потом будет копчение санитарное. И до потери веса 40-42% она будет у нас в холодильничке. Стартовая культура отеплились при температуре где-то 20 градусов было в комнате. Яркий цвет, красивая структура, благодаря тому, что фарш состоял из двух фракций. Так, мацковая колбаска. Так, прошло 38 дней. Колбаса потеряла 38,5%. Вот такая она. Так, после потери 30% она пошла холодное копчение. Вот, при 28 градусах 6 часов. Так, и теперь там есть закал. И поэтому мы ее отправим сейчас в вакуум на пару недель для стабилизации, созревания. Резать я ее сейчас не буду. Вот таким образом я запаковал колбасу в вакуумный пакет. И теперь 14 дней она у меня будет созревать. Вот, судя по дате, колбаса теряла вес 38,5%. За 38 дней в холодильнике при температуре где-то 6-8 градусов. И влажность такая была 65-70%. За 2 недели колбаска окончательно созреет, влага перераспределится, уйдет закал и будет готовый результат. Итак, друзья, прошло 2 недели, колбаска созрела, и теперь мы ее посмотрим. Она стала мягкая, такая упругая, но закал ушел, это чувствуется. Сейчас мы ее вскроем, разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Самый волнительный и приятный момент. Я люблю такие моменты. Момент истины. Вот смотрите, друзья, какая мацковая колбаса. Шикарный разрез, прекрасный рисунок, очень красивый. Закала нет, оболочка снимается практически идеально. Ну что, я считаю, что по 10-бальной шкале можно поставить смело 10. Мацковая колбаса удалась на славу. Запах невероятный. Такой ярко выраженный запах зрелого сыровяленого мяса. Да, результат практически идеальный. Очень порадовал. Колбаса получилась невероятная. Легкий аромат копчения присутствует, специй. Открытием для меня был лавровый лист. Я боялся и переживал за то, что он будет более яркий, но на самом деле получилось идеально. Попробовав кусочек, я получил невероятное удовольствие. Консистенция нежная, мягкая. Вот такой прекрасный деликатес вы можете приготовить дома своими руками в обычном домашнем холодильнике. Друзья, не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк этому видео, оставайтесь на фудкорте.